Мне кажется, я тупая и глупая, да? Меня на протяжении полугода насиловали под химическими веществами на такой квартире. У меня прям от таких квартир полностью отторжение, просто ненавижу такие квартиры. Они меня ищут, понимаете? Они меня убьют. Ну, можно, но я не знаю, с чего работу начать. У меня проблемы на проблеме, Понимаете, Василий, я хочу умереть. Просто жить не хочу. И я правда хочу сделать суицид. Чтобы наверняка уйти из жизни. Я не могу это вывозить. Я девочка, мне 18 лет. Я не справляюсь, понимаете, не справляюсь. Я не знаю, почему так произошло. Сначала я это расценивала так. Я так лежала в больнице, в спецпалате, в одиночной, с решетками. И я вот без телефона, без всего, я вот так молилась. Почему я не умерла? Почему я не умерла? Почему я не сдохла? Почему я вынуждена мучиться? Вот у меня были такие мысли. Второй момент. Они меня пустили по кругу под химическими веществами. Меня шантажируют постоянно в этом интернете. Меня заставляют нарушать закон эти площадки. Добрый день. Вашему вниманию будет представлено интервью с очень неоднозначной личностью Юлией Максимовской, она же Юлия Финес или Финес, я не знаю, как у нее ударение, не являюсь фанатом. Это девушка, которая достаточно долго снимает трэш-ролики, она себя позиционирует как трэш-блогер, в которых демонстрируют сцены употребления наркотиков, неадекватное поведение в общественных местах. Естественно, что в конце концов у Юли наступили достаточно серьезные последствия ее деятельности. Ни для кого не секрет, что недавно была попытка суицида. Она выпрыгнула с 8-го этажа, получила переломы. Более того, Юля находится под следствием, у органов дознания масса вопросов к ней. Поэтому пока идут следственные мероприятия, она пришла, рассказала свою историю, поделилась. Где-то искренне, где-то, мне кажется, она повторяла определенные вещи, много раз ей проговариваемые. Можно сказать, что противоречила сама себе. Ну, вы сами посмотрите интервью. Тем не менее, человек декларирует желание завязать со своей деятельностью. Мы ее в этом готовы поддерживать. Не будем сейчас трогать мотивацию, искренне, не искренне, что ее привело в второй момент. Человек в беде, нуждается в помощи, уже начались достаточно серьезные последствия. Поэтому мы сказали: да, ты закрываешь все вопросы со стороны государства, которые к тебе возникли, мы готовы взять на лечение. Предлагаю вашему вниманию интервью. Пишите свои комментарии. Бесконечно любящий вас доктор Шуров. Добрый день. Как всегда, простых историй не бывает. Сегодня у меня чрезвычайно непростая, очень запутанная история, которую мы хотим услышать лично от человека, без интерпретации, потому что человек понес огромные репутационные потери. Надо разбираться, что на самом деле случилось. Хорошо, что она решила встать на путь исправления. Может быть, вот цена вопроса очень жестокая для нее, для здоровья, для всего, для психики. Будем разбираться. Юля начала работать с каналом «Выжившие». Сейчас по их рекомендации она пришла ко мне. Поэтому первичный разговор немножечко затруднен в силу определенных особенностей, но тем не менее она от реальности не оторвана, выражается достаточно в плане заданного. Поэтому я сейчас с Юлей пообщаюсь. Привет. Добрый день, Василий Александрович. Можно сказать, мы немножко были апологетами, да, я рассказывал о вреде, ты как-то говорила
о других сторонах употребления. Я правильно понимаю, что сейчас после ряда событий ты решила все-таки пройти лечение, остановиться в употреблении? Я давно от этого хотела отказаться, конечно, однозначно. А давно как? Ты же прекрасно молода, тебе 18. Просто я такой достаточно блогер, который... Трэш-блогер, почему-то ты везде идешь с этой приставкой. Да. И я употребляю, чтобы просто мои моральные границы и принципы не позволяют мне такого поведения, будучи не находясь под психоактивными веществами. И поэтому мне нужно употребить что-то, чтобы попасть в паблики, чтобы хайпануть и нагнать себе трафик аудитории, понимаете? Есть такая психологическая защита, рационализация, когда вот банальному употреблению придумывают социально приемлемые причины. Тебе не кажется, что ты сейчас не совсем искренне со мной? Что только ради хайпа, ради видеоконтента ты употреблял? Наверное, все-таки ты и удовольствие получал, и стресс снимал, как обычно. Ну, конечно, да, вы безусловно правы. Давай мы будем по существу в плане заданного. Всегда интервью имеет определенную структуру. Мы понимаем, что эта боль, проблема очень часто идет из детства. Можешь что-то о себе рассказать такое? Из детства. Ну, что, возможно, тебя подтолкнуло к употреблению? В общем, я неоднократно находилась на лечении в психиатрической больнице государственного типа. С какого возраста? В 15 лет меня первый раз туда положили. Всегда с полицией это было. Мои родители вызывали на меня скорую помощь. И там происходили, вот понимаете, я ребенок, мне 15 лет, меня ложат в интенсивную терапию, где лежат просто общая палата и мужчины, и женщины, просто разнополая палата под специальным наблюдением, то есть интенсивная помощь, где закалывают препаратами определенными, и просто ты с них чувствуешь себя, мягко сказать, не в себе. Понимаете, да, о чем я говорю? А какой был входной диагноз? Вот что ты в тот момент употребляла? У тебя были какие-то расстройства почему сознания? меня положили? Почему родители, им удавалось принудительно тебя госпитализировать в такие палаты? Потому что им было выгодно, чтобы я не находилась в их квартире. Они хотели меня спихнуть на попечительство государства, там на определенный короток времени, чтобы я им дома не мешалась, скажем так. Речь идет о родных биологических родителях, о папе и маме. Да. Отца у меня нет, у меня отчим. Отчим. Да. А родной отец, в общем, в 11 лет я прочитала письмо. Моя мать такая, знаете, женщина, она тоже из села. И она приехала в Пензу, и у нее такое, она мне постоянно говорит, найди себе богатого мужика, там, понимаете, чтобы прописаться, там, вот это вот все. Она приехала из деревни в Пензу, нашла себе мужчину, который младше моей бабушки всего на 2 года. И она от него забеременела, чтобы прописаться в его квартире, удержать его ребенком. Я читаю это судебное письмо, и там написано, она ему говорит, я беременна. Он говорит, если ты ее родишь, я ее продам за ящик пива. В 11 лет я это прочитала, и мне как-то вот после этого и меня взял отчим, у них общих детей нет, он прекрасный человек, я к нему очень хорошо отношусь. А к маме я не должна держать обиды на своих родителей, я не могу их понимаете, я не могу их поменять. Я могу только поменять восприятие их к себе. То есть, как я их воспринимаю. Это правда. Вот. Ты уже в прошлом ты ничего не можешь поменять. Ты можешь только это проработать, сказать, у меня очень тяжелые отношения с мамой, но это все равно единственный близкий человек, какая-то коммуникация должна быть. И я в твоих словах вижу много и боли, и неприятия, и обиды. То есть ты сильно не проработана в плане отношений с мамой. Да. А есть желание как-то помириться с мамой, остановиться?
Ну, дело в том, то, что на данном этапе мне это не нужно. Она просто, я не считаю, что человек, который меня родил, который рассказывал там, ну, в общем, залетел, извините за выражение, там, ну, нежеланный я ребенок, а она постоянно, да когда ж ты сдохнешь, там, мразь, когда ж ты съебешься из дома и так далее. То есть я не хочу с ней никак контактировать, она мне отравляет жизнь. Хорошо. Я тебя услышал. Ну, сейчас, если мы вот эту сторону твою, травматичное детство уберем. Да, родители несколько раз делали принудительную госпитализацию. Наверное, там назначали терапию, ставили на учет. Ты с какого возраста уехала из Пензы? Ты же уже несколько лет в Москве, если мне память не изменяет. 17. То есть Уехала. ты недолго. Естественно, тут чужой город. Все мамины установки про богатого мужика у тебя вызывают антагонизм. Ты решила найти какой-то свой путь и начала снимать вот этот контент. Нет, Я это правильно было понимаю? до этого. В общем, в моем родном городе, а именно в Пензе, у меня никогда не было единомышленников, скажем так. Со мной никто не дружил. Точнее, даже не так. Я не хотела дружить с теми, кто... Ну, у меня была такая установка, то, что лучше быть одной, чем среди нулей. Понимаете, они там бухают, ни к чему не стремятся, учатся в каких-то шарагах. Ну, вообще у них нет никаких целей в жизни. У них, я вот у одногруппницы спрашиваю, а зачем ты тут учишься? Ну, диплом получить. А ради чего? Я говорю, а ты будешь работать по нему? Она говорит, нет, просто для корочки. Вот это что за бред? Я считаю, что нужно как работать так, тебе должна нравиться твоя работа, и если ты занимаешься тем, что ты любишь, что ты реально умеешь делать, то ты ни дня в жизни не проработаешь. То есть тебе это будет в легкость как бы. И у меня не было единомышленников, вокруг меня находились всякие маргиналы и так далее. И в 17 лет я от одиночества, из-за того, что на улице там меня никто не понимает, я не хочу ни с кем общаться из них, они для меня... В общем, я ставила себя выше других. Вот, и я от одиночества начала снимать в Телеграм свой канал, и туда начали приходить люди, они начали интересоваться моей жизнью, вот, и я развила этот блог до 200 тысяч подписчиков. Ты тогда уже вот этот трэш-контент делала? Или Нет. все-таки это было в начале что-то Нет, у про меня жизнь? потом побежали цифры, у меня цифры, большие деньги, большое количество подписчиков, мне снесло это голову, понимаете? И потом ты решила, не хочу останавливаться, буду делать шок-контент. Ну, типа того. Да. И употреблять ты на этой почве начала? Ну, не только на этой, я же наркоманка. А кто втянул? Как это случилось? Вот ты говоришь, они все маргиналы, пьют, непонятно для чего учатся. У тебя вроде бы правильные установки, и тем не менее ты пришла к употреблению. Нет, как это случилось? Я, когда лежала в ОПБ, и там 3 раза лежала. Первый раз 30 дней, второй раз 30 дней, Ну, понятно, и третий раз 12 дней. А чем чаще ты туда попадаешь, тем больше ты там лежишь. А в последний раз меня выписали через 12 дней, потому что даже персонал понимает, что у меня нет никаких, я не нуждаюсь в психиатрической помощи, они меня выписали. Они просто понимают, что мои родители немного не хотят со мной как бы проживать и так далее. Они меня выписали с диагнозом социализированное расстройство поведения на фоне употребления психоактивных веществ с суицидальными проявлениями. Уже тогда были суицидальные проявления? Но это был так, демонстративный суицид. Резалась или что? Резалась, и я Таблетки спрыгнула ела. вот с 8-го этажа недавно. Недавно-то я знаю, я пока про детство говорю, про те госпитализации. Ну, да, я резала руки, вот. Вот, и
На чем мы остановились? На том, что выписали тебя с таким достаточно простым Да, да, да. диагнозом. И, в общем, там лежала девочка, поехавшая, там нет телефонов, естественно, Понятно. ничего. И там лежала девочка моего возраста, примерно, плюс-минус. Ну, там просто реально, ну, там трэш, просто какой-то мужик в коляске целую ночь орет, привязывает к кроватям, там ходит голый, то есть к медперсоналу пристает. Я ребенок, мне 15 лет, я вижу эту картину, понимаете, насколько мне стало страшно. Вот, и получилось так, что девочка, которая там лежала, ну там, если ты будешь просто... Ну, там хотя бы с кем-то нужно коммуникацию какую-то наладить, просто чисто общаться с кем-то, потому что, ну, что ты будешь там месяц просто вот так сидеть, молчать. И я там подружилась якобы с девочкой, она была поехавшая на мефедроне. Она типа употребляла, она говорит, выйди, это так круто, это так классно, попробуй. А я ребенок, мне 15 лет, она мне так романтизировала психоактивные вещества, и всегда у меня был интерес к этому. То есть вот пропаганда нам в школе пропагандирует о том, что наркотики это плохо, не употребляйте их, вы умрете. Эта пропаганда, она действует как нужно только на осознанного человека, на взрослого, а на ребенка она может подействовать с точностью наоборот, то есть он может, эта пропаганда в другую сторону обернуться. Вот так же случилось и со мной. И она мне романтизировала наркотики, я вышла из лечебницы, и я нашла человека, которому мне 15, через 2 месяца мне 16, нашла человека, ему 23. Он, в общем, мне предложил... В общем, я нашла его через какое-то там, ну, знакомство, там, паблики, вот это вот все, нашла его. Вот, я попросила деньги у родителей, 2000 рублей, но для меня это вот, ну, вообще неприемлемо, то есть у родителей просить деньги на наркотики. Меня потом прям гложет это, понимаете? То есть они вкалывают, работают, зарабатывают, а единственная дочь спускает деньги на наркоту. Я считаю это неприемлемо, но тем не менее я так поступила в силу своего возраста, может быть. И, в общем, мы с ним встретились. Ему было 23 года, он отсидел только недавно, 10 месяцев, за, там, полицейского пнул, подрался с полицейским, вот. И вот все, мы встретились, я не знала вообще ничего о веществах, я первый раз хотела попробовать экстази, типа я насмотрелась американских фильмах, экстази, моли, так круто, он говорит, давай попробуем мефедрон, а я не знала, что это такое, типа наркотик для сексуальности, вы знаете, да? Да. И Для химсекса, точнее. Это он сексуальность не повышает, он повышает потребность в этом, раскрепощает. Да. А мне 15, я девственница. И... Я понял уже, к чему дело. Человек планировал, да? Да, он воспользовался. И, в общем, мы шли с ним, у него даже не было 200 рублей. В общем, клад, дают точку, клад 21 километр. Мы шли пешком всю ночь, 21 километров. Можно я тебя за ручку возьму, там все такое. Раз ему мама звонит, он ее там нахуй, иди нахуй. Ну, понимаете, какого контингента человек. Меня почему-то это не напугало. У меня как будто нету вот этого чувства, я бесстрашная, как будто, понимаете? Это какая-то симптоматика какого-то заболевания, как, на мой взгляд. Вот, и
В общем, мы приходим на это место, у меня садится телефон, были закладка, там координаты в моем телефоне, у меня садится телефон, мы там что-то делаем, пытаемся, я думаю, мне уже ничего не надо, я просто хочу домой, хочу спать, мне уже не нужны никакие наркотики, я 20 километров шла пешком целую ночь с зэком каким-то. Вот, мы приходим на место. Он мне дает... Я вообще не понимаю таких людей, которые сами наркоманы, и они дают неупотребляющему человеку пробовать наркотики. Я считаю, это неправильно. Зачем вы наркоманов размножаете? То есть, если ты сам торчишь, зачем? Ты не думаешь о семье данного человека, ты не думаешь о его будущем, он подсядет, и все. Зачем ты это делаешь? В общем, он меня нанюхал, в лесу это все было. Мне первый раз меня вот так вот унесло, и он начал ко мне приставать. То есть раздевать меня. Я вот так на колени вставаю, я говорю, пожалуйста, не надо, пожалуйста, не надо. Он такой, окей, все. И вот. После этого я возвращаюсь домой. Это был мой первый раз в жизни, когда я не ночевала дома, потому что у меня сел телефон, мне звонила там мама, где-то что-то. Я прихожу домой в 6 утра, мы из леса поймали попутку, он попёрся зачем-то со мной. В общем, все, я прихожу домой, у меня вот такие губы, знаете, под мефедроном вот так вот грызешь губы, там вот это все, у меня вот такие губы огромные, и весь нос белый, как будто, знаете, в сперме. И она говорит, тебя что, по кругу, что ли, пустили? И я говорю, нет, мам. И пошла в комнату, легла спать, у меня начались лютые отхода, я им пишу, что мне делать-то и так далее. В общем, я отошла от этих отходов, там прошло некоторый промежуток времени, конечно же, и мне захотелось, он мне постоянно писал, там звонил. Я уже тогда в 15 лет понимала то, что с такими людьми, не нужно иметь никаких коммуникаций, таких друзей, врагов, таких приятелей и врагов не надо, понимала я. Но мне захотелось еще раз употребить, почувствовать эйфорию, кайф этот. И тогда уже был пиздец. Я опять с ним встретилась, мы понюхали. У нас мы нюхали всегда на улице, там где-то, я не знаю, в подъездах, это так стрёмно. То есть, и самый трэш в чем? То, что мы поехали за закладкой, он забирает, мы сидим на остановке, у меня опять сел телефон, я ему говорю, и он показывает свой половой орган и говорит, смотри, какие ты во мне чувства пробуждаешь. А мне было так страшно и неприятно. Я говорю, ты можешь мне дать 300 рублей на такси, я поеду домой. Просто у меня сел телефон. И он какого-то хера попёрся со мной в такси домой. В общем, мы приезжаем на адрес ко мне домой и поднимаемся на крышу. Он начинает там ко мне прям жестко приставать. Он говорит, я сейчас крышу эту закрываю и тебя тут насилую. Я говорю, я убегаю на крышу, я говорю, если ты ко мне подойдешь, я спрыгну просто. Он вроде отстал, я не знала, как от него откопаться. Потом мама узнала, что я наркоманка. Она говорит, ты, блядь, мне не дочь, ты тварь, и выселила меня. У нее есть, знаете, что такое общая кухня? Она меня туда выселила. Она думала, что для нее лучший вариант не поговорить там с ребенком, там не отправить к врачу какому-то. Она меня просто выселила, где одни алкаши, маргиналы такие же обитают. И, в общем, в чем прикол? Я ему скидывала до этого паспорт свой, но он, в принципе, знал, где я живу, а я уже жила там, недалеко, на общей кухне. И он приходит к моей маме, он мне написывает, где ты, что ты. Он приходит к моей маме, я хочу на ней жениться. А мне, знаете, так стыдно стало, мне 15 лет, а ко мне какие-то
приходит к моей маме, 23-летней. Я посчитала себя такой грязной шлюхой, что вообще мне так стыдно перед мамой стало. А мама говорит, да вот нормальный парень, женись на нем. Понимаете? Вот, и история. Просто я начала вот также вот на этой общей кухне у меня были 3 подруги, они вообще тоже ни разу не пробовали. Не против, если я покурю? Или нежелательно? Давай закончим и покуришь, Хорошо. ладно? Ты хорошо идешь. Да. Вот, и были 3 подруги, одна из них говорит, давай попробуем с тобой тоже наркотики. Я им, то есть, тоже романтизировала, говорю, как классно, как круто, давайте. То есть она говорит, давай попробуем с тобой, закажем. Я говорю, ну давай. Мы заказали МДМА-кристаллы. Я не знала, как их употреблять, перорально там или как. Мы просто снюхали их. И начались какие-то галлюцинации, ей начало становиться плохо, ее начало рвать, тошнить, она говорит, на меня потолок падает, у меня все, вызывает там скорую, все такое, а я не знаю, что мне делать в данной ситуации. И заходят ее друзья, начинают меня пиздить за волосы, таскать вот так, ты че, ебаная тварь, подсаживаешь девчонку нормальную на наркоту, сдохни, мразь. А я только 2-й раз или 3-й, получается, попробовал наркотики. Мразина ебучая, сдохни, меня пинали там. Типа, это вообще жесть. И как после... Вот это только маленький отрывок из моей жизни. Как после этого я не могу употреблять алпразолам. Если только под алпразоламом я могу этого не помнить. Понимаете, у меня ситуация, ну, вообще, меня постоянно обманывает. Эта популярность мне сломала просто крышу. То, что, вы понимаете, когда я, ну, меня репутация, как вы сами понимаете, очень негативная в интернете. Это правда. А ее не купишь, понимаете, и восстановить ее практически нереально. И вот я, правда, искренне хочу сделать самоубийство. В жизни у меня все не Кому ты что докажешь? Чем? Самоубийством Да. своим? Да никому, всем будет Ну, все когда ты равно. говоришь, что репутацию восстановить невозможно, ну, у нас есть возможность на всю страну. Ты говоришь, я хочу выздороветь, отказаться от наркотиков, исправиться, пройти программу, подобрать терапию, чтобы не принимать альпразолам, а вот проработать свои все травмы, депрессии. Это же все можно сделать. И мы говорим, окей, давай сделаем. И покажем людям, что не только можно на дне быть, но и поменять жизнь. Почему нет? Ты жива, ты настоящая, искренняя. Я вижу, что тебе многие вещи неприятны в твоем опыте. Давай исправимся. Что делать-то? Я хочу, но я нахожусь сейчас под следствием. Ну, вот находишься под следствием, следствие разберется, возможно, назначит лечение. Мы тебя готовы взять, заниматься тобой, без ярлыков, безо всего, просто помочь, по-человечески. Хорошо, спасибо. Тем более ты говоришь, я вас смотрю, многие вещи заходят, прям хотела обратиться. Вот, наконец-то, может быть, таким не самым простым путем, уже с тяжелыми последствиями. Я вижу, что тебе очень плохо. Давай делать. А что? Вот на ваш взгляд, что со мной не так? Какие у меня заболевания? Неправильно, во-первых, в силу того, что ты сейчас принимаешь действительно альпразоламы в больших количествах, судить о каких-то заболеваниях. Формально я сильного нарушения мышления не вижу такого, что меня могло бы насторожить. Но мы с тобой общаемся 15 минут. Есть тяжелая зависимость, которая уже длительное время, которую надо преодолевать. Есть детские травмы, сама говоришь, что и в психиатрической лечебнице лежала, есть вот эта экспертиза, с которой я ознакомился, по которой у меня много вопросов. Ну давай будем разбираться, находить выходы. Давайте. Потому я что, что ты готова. описываешь, это просто поставить точку и подтвердить вот в глазах всех людей, которые там тебя преследовали, оскорбляли, что вот так оно и есть. Хейтеры есть у всех, это не повод. Мама выселила. Рассказывать? Вот, ну, ты уже рассказала на общую кухню. То есть, фактически, тебя предоставил самой себе.
Да. Ты там ведешь канал, получаешь негативный опыт от употребления, от всего. Дальше как события развивались? Как ты до столицы-то добралась? В общем, я начала снимать Телеграм. Сейчас очень многие люди, я оказываю деструктивное влияние на подростков в первую очередь, на людей. То есть я показываю такой маргинальный образ жизни, которым многим даже людям импонирует. И то есть они перенимают мое поведение, они считают это нормальным, а я как бы несу за них ответственность определенную. Понимаете? И до столицы, как я добралась. В общем, у меня никогда не было цели попасть там вот это вот. Я слышала неоднократно там всякие истории, то, что Москва это вообще не Россия, Москва там самый крутой город, выбиться в Москву это круто. Вот так. А у меня вообще таких мыслей не было. Ну, город и город, ничего особенного. И я не понимаю, почему как бы вот 30, у нас огромная страна Россия, и 30% населения ее сконцентрировано в Москве, и остальная часть в Питере, а Москва и Питер не резиновые. Понимаете, зачем сюда все валят? Ну, у тебя немножко пробел в географических знаниях. У нас 150 миллионов страна, 20 миллионов Москва, существенно меньше Питер, поэтому... Нет, ну 30%... Это не 30%, это меньше. Но все равно... Много, да, и люди стремятся, я с тобой согласен, и у города есть такая репутация, что тут больше возможностей, больше институтов, лучше медицина. Ну, так получилось, да, так оно и есть. Ну да, и я считаю то, что Москва это... Ну, как вот говорят, город возможностей, какие тут, ну, тут также все, богатые общаются с богатыми, нищие общаются с нищими, вот и все. Я понимаю, ну как ты перебралась? Вот ты наслушалась этих слухов про то, как Нет, в Москве как круто? я перебралась? Я познакомилась с девочкой в интернете, с очень хорошей, и она говорит, блин, что тебе делать в этой Пензе, типа, выбирайся, тебе нужно в Москву. Типа, Она сама москвичка, эта девушка? Да. То есть пригласила в гости? Не в гости. Просто намекнула, Я получила езжай. 8000 долларов и поехала в Москву. Сняла тут квартиру. Все было классно. Потом ко мне... Я просто такой человек, я не знаю, ну, наркоманка я. И люблю к себе звать всяких подобных себе, скажем так, в гости, обдолбаться. И из-за этого проблемы, получается, с собственниками квартир. Меня, в общем, приезжают туда мои... Так как я снимаю такой экстравагантный, эксцентричный... Трэш-контент. Да, такой контент я снимаю. У меня, помимо моих, как бы, людей, которым я реально интересна, которые меня любят, возможно, я в этом не уверена, а также с таким контентом, естественно, очень много недоброжелателей. Это правда. Вот. И один из таких недоброжелателей, вы понимаете, я вот себя не считаю никем просто, ни популярной, ни звездой, ни блогером. Я вот заселяюсь в квартиру. Немножко лукавишь в глубине души. Считаешь ты себя популярной? Нет, понимаете, вот в чем загвоздка. Ты бы не делала материал, если бы ты не считала популярной, что люди ждут и все остальное. Нет, я просто полю свои адреса. Я говорю, всем привет, ребята, я живу на такой-то, такой-то улице, в такой-то, такой-то квартире. Зачем я это делаю? Вот это хороший вопрос. Зачем? Потому что я себя не считаю никем, обычным человеком. И тем не менее, какой-то человек, который тебя не любит, приехал по этому адресу. Нет, он по этому адресу вызвал скорую помощь, потому что я была под аллопразоламом, приезжает скорая помощь, полиция, мне 17 лет, я несовершеннолетняя. И меня сначала отправляют в реанимацию. То есть все-таки у тебя была передозировка, раз тебя в реанимацию отправили? Не то, что передозировка. Ну, в токсикологию, непонятные Да, вещества, подросток. Просто мне не требовалась никакая такая
помощь в лице реанимации. То есть ну, в общем, они просто... А тебя в склиф положили или в какую? Где ты лежал-то? В какой? Не помнишь, в какой реанимации ты была? Не помню. Ну, в Москве в какой-то больнице. Да. И потом, так как меня некуда, во-первых, меня выселил собственник из квартиры, моя После подруга. скандала. Моя подруга забрала оттуда свои вещи, мои вещи. Твои или свои? Мои. Общие. Вот, мои. Я всегда живу одна, я не могу с кем-то ужиться. Вот, и, в общем, так как из больницы меня никто не может забрать, так как мой законный представитель находится не на территории Москвы, поэтому меня отправляют в отдел для детей, которые попали в трудную жизненную ситуацию, в Свиблово. И я там начинаю звонить маме: мам, приедь, пожалуйста, в Москву, там забери, все такое, типа, без тебя меня не выпишут. А для моей мамы Москва — это Нью-Йорк. Она там ни разу не была, ничего, боялась, то есть, вот. И самый прикол в чем? То, что еще там были разрешены телефоны. С 10 утра их выдавали и на ночь забирали. Вот. И самый прикол в том, что пишут от моего имени на почту данного учреждения здравоохранения или чего-то там, здание заминировано. А это статья, 207 статья, ложная факт о терроризме. Я правильно понимаю, ты не писала? С твоего Я не телефона писала. кто-то написал? Нет, написал какой-то мой подписчик, недоброжелатель. Подписал с тобой? Да. Класс. И что? приходят полицейские, у меня изымают телефон, мой единственный. Я остаюсь одна в Москве, у меня нет связи. Как я свяжусь с мамой, как она меня заберет отсюда? Я звоню, ко мне приходила моя самая лучшая родная подруга, которая у меня есть, которая проверенная временем. Она приходила ко мне там в окошко, я на 2-м этаже с решетками больницы. Она связывала все с моей мамой, вот это согласовывала. В общем, все, приехала моя мама. И, в общем, так как телефон мой изъяли сотрудники полиции, на меня завели уголовное дело по факту того минирования, 207 статья. Вот. И приезжает за мной мама, папа, отчим и моя подруга выписывать меня с этой больницы. Там не то, что там просто дети находятся, у которых, ну, негде жить, там беспризорники, в общем, пока их родители не заберут, они оттуда не могут выйти. А за мной приехали. Они приезжают, им говорят: мы ее отсюда не выпустим, МВД поставило запрет. Мне приходится нанимать платного адвоката. Платный адвокат приходит, их, и меня оттуда забирают. Подаем то, что на утерю паспорта, документ. Утеряла я паспорт, и я возвращаюсь. А что мне делать? У меня нет денег, у меня изъят телефон. Мои родители, скажем так, не то что нищего уровня жизни, просто, ну, скажем, не такого, которого бы мне хотелось. Поняли вы, да? Вот. И я вернулась в свой родной город Пенза. Потому что в Москве без денег, там, без телефона, ну, это невозможно, без документов остаться тут, ну, невозможно. Это год назад было, когда тебе 17 или когда? 17, да. Угу. Вот, я буквально там прожила где-то, ну, недели 2, потом я поехала в Самару к своему другу лучшему, гею. Я, кстати, люблю дружить только с геями, они какие-то более женственные, но гомосексуализм — это априори как бы ненормально, и они как-то вот меня не понимают. Гетеро-мужчины вообще меня не понимают. Они считают то, что я конченая. То есть у меня никогда не было... Откуда столько ярлыков? Конченая, тебе 18 лет. Ты уже сама вот решила, кто что про тебя считает. Нормально сидим, разговариваем.
Хорошо. Вот. В общем, общаться люблю только с геями, они меня понимают, более женственные у них энергии. Вот, из Самары я возвращаюсь в Пензу, мне инвективной лексикой можно выражаться? Ты уже достаточно выражалась, поэтому терять нечего, давай. Вот, но я не хочу показаться как-то Ну что плохой. мама тебе сказала? Опять много ласковых слов из этого арсенала. Да, и я, в общем, 23 августа, мне 18 лет, мне мама сделала подарок в размере 1500 рублей. На 18 лет она мне подарила. Я не осуждаю ее за этот подарок, все по силе возможностей и так далее. Я ей благодарна. Вот, но 23-го никто меня там, никогда у меня не было день рождения, там делают, знаете, тусовки на день рождения с друзьями. У меня такого никогда в жизни не было, типа, никогда не отмечал день рождения, никогда мне каких-то там подарков не дарили, ничего такого не было. Вот, и я поехала, в общем, мне пишет, я такой человек вообще бесстрашный, без рассудка. В общем, мне пишут, девушка, 36 лет ей, приезжай в Питер, типа, я тут о тебе там позабочусь, сделаем контент, ты там крутая. Но я доверилась, так как человек взрослый уже, все такое. Я люблю общаться в приоритете, у меня люди, которые намного старше меня, потому что от них можно получить какой-то жизненный опыт, еще что-то. А со своим возрастом, ну, мне априори не интересно. У них, я зову кого-то своего района, неважно, в общем. У них нет денег, у меня есть, то есть, суммы какие-то, а у них нет. То есть я за них платить не собираюсь. Поэтому, Поэтому ты рванула в Питер. Нет, я, в общем, туда приезжаю, встречает меня наркоманка, которая просто хотела на мне похайпиться. Я понял. Она неоднократно судима, ей 36 лет, понимаете, уже женщина, уже преклонного такого возраста. Она начала надо мной издеваться, типа, у нее муж, ну, они наркоманы тоже, как оказались, судимые, и живут в шикарном доме. Она говорит, это мой дом, а оказался съемный. Вот эта пыль в глаза пускала. И, в общем, заселили меня в студию. Я вообще в Питер поехала, я приехала туда, там достаточно климат такой неблагоприятный. И я поехала только в куртке, одежда, в которой я была, и у меня была с собой сумка, в которой лежал зарядник. Все, это все мои вещи. И я рванула в Питер из Пензы. Она меня встречает, заселяет меня в квартиру такого интерьера, который я ненавижу, потому что, знаете, квартира-студия, меня на протяжении полугода насиловали под химическими веществами на такой квартире. У меня прям от таких квартир полностью отторжение, просто ненавижу такие квартиры. Заселяет меня, накуривает меня со своим мужем. И, в общем, собственник увидел мой контент, опять меня выселяют из этой квартиры, а она была на 2 суток там снята. Просто мне переночевать, а мне даже трусов нет, во что переодеться, понимаете? Вот. И она говорит, ну, что делать, типа, поехали к нам домой, в наш шикарный коттедж. Я говорю, ну, поехали. Ее муж был против, они у меня отобрали на ночь телефон. Мне это показалось подозрительным. Она прочитала все мои переписки. Я пишу своей лучшей подруге, то, что, я попала к каким-то нарикам. Вот мы с ней первый раз встретились, мы сидим в кафешке, она говорит, а вот хочешь, я тебя научу, как карманщиком быть? Уходит, там в куртку залазишь и вот это. Но я сразу поняла, какая-то личность. Я пишу об этом своей лучшей подруге, типа, куда я попала, это
что из себя представляет человек. В общем, нелестно о ней высказалась, написала об этом. Она эту переписку прочитала в наглую, но я ее понимаю с какой-то стороны, то, что интересно ей, наверное, было, но личные переписки, я считаю, читать неправильно. Она создала свой канал, и вот она продолжает постоянно на мне хайпить. И, в общем, она просыпается, нам надо с тобой поговорить. Говорит, купила мне обратный билет в самолет в Пензу, вали нахуй отсюда. Ее муж орет, либо эта ща мразь вообще одна поедет, вот это вот все. Сделала на этом хайп, я у нее сумку свою забыла, она ее пнула. То есть, и постоянно она высказывается на своем канале. Все, кто у нее на канале, это моя аудитория. Вот, и она постоянно, то есть вот когда я прыгнула с 8-го этажа, она придала, мы не хотели придавать этому никакого общественного резонанса, нам это было не нужно, это не для хайпа было, а она это, в общем, Лера рассказала моей маме, моя лучшая подруга, а мама моя рассказала этой тетке. И она это высветила номер больницы на весь интернет. Больницу тоже заминировали, по 207-й опять меня. Я сидела, в общем, там месяц в этой больнице, так как мне не было некуда выписаться. Меня собственник выселила, вот это вот с Одинцова, с домашнего ареста. Почему я прыгнула с 8-го этажа? У меня часто дома находились личности не то что эксцентричные, ну просто ведущие, скажем так, неправильный образ жизни. Вот. И они у меня украли деньги в размере 330 тысяч рублей. Это первый момент, который меня подтолкнул на этот шаг. Второй момент, они меня пустили по кругу под химическими веществами. Третий момент, ко мне приходит человек из Следственного комитета. Я не могу трезво оценить, что он мне дает подписывать. Он просто подписываю, вот так сует. Я подписала, а это была подпись на то, что квартира была оплачена на 6 месяцев, а я там прожила 2. И я подписала такой документ, что мне деньги не вернет никто. Там за вот эти 4 оставшиеся месяца. Я пишу адвокату. Что мне адвокату? Адвокаты все очень плохие. Адвокаты — это продажная профессия. Они не заинтересованы в тебе, как вообще в личности, в твоем деле. Их интересуют только деньги. Очень сложно найти хорошего адвоката, который реально будет твой защитник, а не тот человек, который... Так зачем ты выпрыгнула-то? Я что-то потерял нить повествования. Вот. И я пишу своему адвокату. Вот, меня выселяют, что мне делать? Он говорит, ну ты дура, что я тебе могу сказать, сейчас в СИЗО поедешь. И я прыгаю с окна. То если бы тебя выселили, тебя должны были арестовать? Там да, такие условия? в СИЗО отправить. И вообще меня То жизнь... есть ты целенаправленно, чтобы не ехать в СИЗО, решил себя убить? Нет, меня пустили по кругу, меня обокрали. И вообще вот эти вот наркотики на меня повлияли. То, что, абстрактное мышление полностью исчезло. Я не могла нормально оценивать ничего. А у тебя сознание отключено было, как они тобой воспользовались или что? Они накормили меня таблетками сильно. И мне сложно об этом говорить, в общем, я не хочу. Да. Я понял. А в больнице, ты говоришь, месяц пробыла? Там же у тебя очень сложные переломы с такой высоты, я правильно понимаю? У тебя серьезные травмы случились после падения? Да, но перелом бедра всего лишь. С 8-го этажа? Да. А ты как-то удачно в сугроб, что ли, попала? Нет, прям на асфальт. Господи. Я не знаю, почему так произошло. Сначала я это расценивала так. Я так лежала в больнице, в спецпалате, в одиночной, с решетками.
И я вот без телефона, без всего, я вот так молилась, почему я не умерла, почему я не умерла, почему я не сдохла, почему я вынуждена мучиться, вот у меня были такие мысли. А потом двойственное тоже мнение по поводу данного факта, что как будто мне дали шанс на вторую жизнь, и я должна его использовать. Не каждому так повезет с 8-го этажа. Я даже не инвалид, понимаете? Вот, и я не знаю дальше, чем мне заниматься. Я считаю, что мне необходима просто реально реабилитация какая-то. Полностью. Мне предлагали этот проект, он мне предлагал поехать к ним в коттедж. Ну вот какой нормальный реабилитационный центр, который оказывает квалифицированную помощь, вот как можно из такого центра выйти по добровольному согласию? Нельзя же. Наркомана там должны держать. Это такой очень тонкий вопрос. Держать тоже. Знаешь, люди должны более-менее с мотивацией туда ехать. Вот ты сейчас говоришь, я осознала после падения, что для чего-то этот мне шанс дан. Понятно, что у тебя мотивация будет меняться. Ты будешь хотеть сильнее. Потом у тебя будет желание покинуть центр. Но это то, с чем можно работать. Можно, но я не знаю, с чего работать начать. У меня проблемы на проблеме, понимаете, Василий, я хочу умереть. Просто жить не хочу. Я вот думала, я сделаю что-то типа, там, куплю себе что-то, сниму квартиру, которую я хочу, а я в долгах у наркомагазина на 2 миллиона, они меня ищут. Понимаете, они меня убьют. И я правда хочу сделать суицид. Я, как поняла, способ падения с высоты мне не очень подошел. Я хочу вколоть себя бензин, как делали в Аушвице, чтобы наверняка уйти из жизни. Я не могу это вывозить. Я девочка, мне 18 лет. Я не справляюсь, понимаете, не справляюсь. Меня шантажируют постоянно в этом интернете. Меня заставляют нарушать закон эти площадки. Я тебя слышу. Я говорю, что вот есть ряд проблем. Они по совокупности кажутся неразрешимыми, но тем не менее, если ты примешь решение, чтобы тебе помогли, можно и со следствием уладить, и все. Но надо начать уже решать, не усугублять, не сбегать. Сама говоришь, я осознала, поняла, что зачем-то мне эта жизнь была сохранена. Ну так... Мне кажется, я тупая и глупая, да? Ты сейчас под альпразоламом, поэтому Нет. это естественно, что ты тормозишь. Нет. Что нет? Что нет? 2 штучки. Да по 50 в этой 50 таблеток. Поэтому Я не знаю, как мне я помочь. вижу, что ты запуталась, что ты в полном отчаянии. Надо обратиться за помощью и давай с этим работать. А у меня денег нет. Кто-то тебе что-то про деньги озвучивал? Ну, бесплатно меня никто лечить не будет. К сожалению. Только в сербского психушку. Сербская у тебя была экспертиза. Ну, в государственной мне могут помощь только оказать. У меня нет денег. Первое – это твое решение. Место можно найти, мы постараемся, но нужно, чтобы ты четко настроилась и была готова пройти этот путь. Если я до него доживу. Это адвокат, который тебя ведет? Или как, ты сама себе защитница? В общем, у меня, как вот лучше вот так, сейчас, подожди. Как тебе удобно? Адвокат, в общем, мой адвокат. Вообще адвокат это очень алчный, продажный
он решает вопросы не в правовом поле. То есть он говорит... Зачем ты это на камеру сейчас говоришь? А что такого? Что значит не в правовом поле? Как? Ну, чтоб все знали, какие адвокаты бывают. Ну ладно, хорошо. Вот. Давай. Он говорит, вот у меня, я совершила противоправное действие, я на суде. Он говорит, пишет моей подруге, 300 тысяч звонок, если судья в переговорной, сейчас будет домашний арест. Вы же понимаете, что в суде такие деньги, но это копейки. Такие взятки там никто не берет. Он просто 300 тысяч как с куста, я ему отдала более 1 000 000 рублей. И за это, просто за то, чтобы он поприсутствовал. Он ни разу не выходил с ходатайством в суд, ни разу он ничего вообще не делал. То есть он писал только в WhatsApp моей подруге, когда мне приехать к следователю. Я считаю, адвокат это... Он должен быть, он меня постоянно оскорблял, писал о том, какая он должен быть заинтересован во мне, а он это выворачивал так, как будто я там ему что-то должна, как бы я тебе деньги плачу, чувак, извини, такие немалые. Ты что на меня говоришь? И то есть за вот это его адвокатского статуса нужно лишить. Это неправильно. Он проверенный, я доверитель. Со стороны доверителя он нарушает весь договор, и вообще деньги мои, никаких договоров он не предоставил, что я ему заплатила. На биткоин кошелек я ему переводила, ничего не понятно. И он говорит, я на суд с тобой не пойду. Когда суд-то? Неизвестно, вот я хочу Ты под подпиской сейчас. Да. Идут следственные действия. Они уже закончили, передали Что тебе в суд. инкриминируют? Какие там статьи? Хулиганство с применением оружия, 213. Какого оружия-то? Нож. Ты кому-то нож показала? Я пробежалась по метро Киевской с ножом за Это мальчиком. опять для хайпа? Да, Ролик конечно. снимали? Да, конечно. Угу. И оскорбление представителей органов власти. Ты ругалась на полицию? Да. И что там в итоге может тебе светить? Я освобождена от уголовной ответственности. По экспертизе по этому Да, диагнозу. так как я на момент совершения преступления была невменяемым. Угу. И знаете, вот мне бы, наверное, не хотелось в психушку лечь. То есть вы понимаете, таких людей, которые осуждены по суду, там судья ежегодно звонит в клинику, человек вылечился, можно ли его выписать или нет. Ежегодно, вы понимаете, там мне лежать года 2, 3, 4, я не знаю, я ж сойду с ума. Ну, статьи-то вроде такие не для 2, 3, 4 лет хулиганства и... Я надеюсь на амбулаторное лечение. Я думаю, что это был бы разумный и правильный вариант. Плюс ты параллельно можешь реабилитационную программу от зависимости у нас проходить. А вы не Мне можете... до конца не ясна эта тема. Может быть, мы целиком тебя возьмем на лечение, но нужно быть уверенным, что ты будешь... Вы можете пойдешь. походатайствовать в суде, чтобы вы взяли меня на принудительное лечение? А и зачем мне принудительным заниматься? Я считаю, что мы с тобой и так договоримся, что Ну значит да. принудительное. Ну Ты вы добровольно приехала, просишь о помощи. Ну, вы самый В чем принуждение-то? Вы самый популярный, крутой психотерапевт, нарколог в Москве. И они вас послушают. Мы готовы. Но смотри, это же твоя ответственность в том числе. Если ты не пойдешь по программе, не дашь нам возможность тебе помочь, тогда все эти поручительства помножатся на 0. Я пройду 12 шагов, или как это называется. Это надо будет нормально лечь на детоксикацию. Мы должны убрать альпрозолам, полностью поменять терапию, чтобы ты
перестало так сильно подтормаживать и, соответственно, начать работать с твоей зависимостью. Да, я полностью с вами солидарна. Поэтому давай как-то свяжемся с теми, кто твоим делом занимается. Надо походатайствуем. Но это двусторонняя ответственность. Если Да. ты захочешь вернуться к прошлой жизни и перестанешь выполнять рекомендации, но мы вынуждены Я будем... не хочу этого. Мне только 18, у меня жизнь начинается только. Я не хочу умереть в 30. Видите, я еще такой, я не понимаю, что со мной происходит, я из противоречия, я сама себе противоречу. правда. Почему так? Я сама себе противоречу постоянно. Знаете, как с этим тяжело живется? Навязчивые какие-то мысли непонятные. Догадываюсь, что с этим очень тяжело живется. А почему так происходит, на ваш взгляд? Я сейчас какой-то диагноз должен озвучить или что? Ну, на твой взгляд? На ваш взгляд. На мой взгляд, это непрофессионально по нескольким симптомам, тем более человеку, который чуть не погиб, человеку, который несколько лет был в употреблении, пережил много травм, сейчас под следствием и с выходом на суд размахивать тут какими-то диагнозами, говорить, будем разбираться. Я вообще не уверен, что если убрать употребление из твоей жизни, побыть тебе в трезвости, пройти по программе, что большая часть симптомов не уйдет из твоей жизни. Вот эта вся неуправляемость, временами неадекватность достаточно серьезная, желание вот отличаться трэш-контентом, а не чем-то полезным. С этим надо работать, надо смотреть, что дальше будет. Пока ты напугана, растеряна, потеряна, неуправляема, вот большинство твоих симптомов сохраняется. Ты говоришь, я пришла за помощью, помогите. Я говорю, окей, но мы должны договориться тогда, и вот слово принудительное там не будет присутствовать. Никто ни к чему тебя принуждать не будет, уже и так достаточно было принуждения в твоей жизни. Да. Там будет уже история выздоровления, я надеюсь. Вот трэш-контент закончится, начнется какое-то позитивное, чтобы люди понимали, что бы ни случилось, приди, попроси о помощи, и помощь будет. Я очень надеюсь, что ты это осознаешь, что мы не хотим на тебе заработать, похайпиться. Мы видим, что ты в отчаянной ситуации и уже хватаешься за соломинку. Это то, с чем надо работать. Если ты это воспринимаешь как какой-то хайп, пережить ситуацию, заляжет, и ты потом вернешься к прошлому образу жизни, это очень печально. Это получится, что ты саму себя обманула. Да, самообман — это глупо, на мой взгляд, в моем понимании. Вот это фанварство, которое я пропагандирую, то, что там я не боюсь сесть в тюрьму и так далее. Конечно, я боюсь, но то, чем я занимаюсь, если бояться, остерегаться этого, в моем понимании, это тогда не имеет никакого смысла. Вот этот трэш-контент. С трэш-контентом придется завязать. Конечно. Это не обсуждается. Конечно, это не обсуждается. Это меня позорит. Позорит не только меня, а там моих, скажем так. Ну, моя мама живет в Пензе, и на нее все пальцем показывают, какая у тебя дочь. Меня по НТВ показывают, все же старики смотрят НТВ. Ну, будем разбираться с этой историей, чем мы можем тебе помочь. Хорошо. Ты только, пожалуйста, вот никаких резких, отчаянных шагов. Вот давай вот это время скачков и каких-то дурацких решений должно закончиться. Вначале мысль, потом действие, не наоборот. Неординарная личность, неординарная история. Я понимаю, что у нее отчаянное положение, что она просит о спасении. Насколько искренне покажет время, мы все контакты возьмем, попытаемся помочь, поучаствовать в ее судьбе. Ну вот, очень много остается незакрытых вопросов, будем с этим работать. Я вас люблю. Можно? Я должен тебе сказать, что я вас люблю? Нет. То, что вы мне помогаете. Пока мы хотим тебе помочь, я правда не знаю, как ты себя дальше поведешь. У тебя очень неустойчивая психика.
Если бы не было этого домашнего ареста, я бы тебя госпитализировал и предложил бы вот вообще, пока ты в себя не придешь, не покидать территорию клиники. А можно мне с вами сфоткаться? Ну, в принципе, мы предварительно договорились, она готова на базе клиники выздоравливать. Сейчас просто надо понимать, какие у нее будут последствия за ее действия. Если там речь идет о каком-то лечении, которое могут поручить нам, мы можем взять. А вы можете позвонить моему следователю, пожалуйста? Можем исследователю позвонить. Да, В этом нет никакой проблемы. Нам нужны контакты. я вам дам. Хорошо. После съемок. Прям при тебе, да, звонить А следователю? может, на камеру позвоним? Зачем? Давай Любишь ты следующий все-таки такой вопрос. контент делать, да? Еще давай следователя в это дело притянем. Пока ты очень категорична в отношении окружающих, и друзей, и адвоката, и всех, у тебя такое очень негативное отношение к людям, ты их всех подозреваешь Потому в что предвзятом отношении к тебе. у меня негативный образ мышления. Это да. Но это не значит, что так в реальности. У меня деформировано восприятие мира вследствие того, что было в моем прошлом. Это правда, но с этим можно работать. С этим можно работать, и я хочу с этим работать. Вот я вас долго искала, чтобы поработать именно с вами, потому что я считаю вас самым квалифицированным специалистом в России, в Москве. Понимаете? И наконец-то я до вас добралась, потому что другие мне не помогут, я считаю. Я вам не льщу, я к вам не подлизываюсь. Нет, ты именно льстишь и подлизываешься, ну ладно. Я? Не будем сейчас спорить. Просто у вас очень много подписчиков. Я смотрю Это ни ваши о чем не видео. говорит. Ну, У тебя тоже очень много подписчиков. ну, мы с вами похожи, может быть. Ух. Сейчас сильный был комплимент. Мне его надо переварить. А в какую камеру снимают? Во все. Всем привет.